составили, так сказать, следственную группу, когда узнали об этом, о гибели этих студентов Политехнического института. И возглавлял эту группу криминалист, прокурор-криминалист, вот Иванов. Когда они осмотрели место происшествия, то бросил в глаза вот что. Видно, что расположились они, значит, ужинать. Все было разложено, значит, кусочки хлеба, вроде бутербродов, разутые, раздетые. А потом вдруг, значит, задняя полоса, и там, где выход был, и он открыт, и задняя полоса, значит, прям ножом видно. Да, да. Отсюда, значит, у нас такие версии появились. Значит, какая-то паника была. Вот. Стали тогда выяснять, что это за перевал. И, значит, вот что там может быть, какая особенность. Ну и откуда-то, я сейчас не помню, появились сведения, что это вроде священное место Манси. И там нельзя появляться женщинам. Какое-то там ритуальное у них место было. Среди этих студентов было 2 девушки. Ну, и поэтому первая версия была такая, не с этим ли связано. Проверили. Ну, оказалось, что ничего подобного не могло быть. Это правильно. Это какое-то у них место такое замечательное для них. Но такого, значит, чтобы они могли покушаться или, значит, вот какие-то серьезные меры принимать, этого не могло быть. А вот как вот эту версию проверили и как она отпала? Тут получилось так. Все-таки сначала подозрение у Иванова в том числе. Да, да. Дело вот в чем. Значит, я тоже сначала усомнился. И по комнату, значит, вот, я сейчас уже не помню, потому что давно все-таки было. Я помню, что я должен ехать был в Ивдель. По вопросу не связано с этим делом. Просто там не раскрытое убийство какое-то было. Вот. И я позвонил прокурору района, чтобы он нашел кто-нибудь грамотного из Манси активиста или, значит, вот, грамотного человека, чтобы можно было с ним переговорить и проверить, значит, обоснованность вот этой версии, которую мы выдвинули. А почему я позвонил заранее? Потому что одно время я помню, что была перепись скота по распоряжению центральных властей, крупнорогатого скота. И когда стали, значит, вот, выяснять у них поголовье оленей, то ни одного оленя не нашли. А оказывается, не перекочевали на север Тюменской области. Вот. Поэтому я заранее, значит, позвонил и попросил, что вот, нет ли такого вот, так сказать, эксцесса, и может ли он обеспечить. И когда я приехал туда, он меня познакомил с одним человеком, который был, насколько память меня не меняет, даже депутатом областного совета. Грамотный вообще человек, но я бы не сказал, что там особенно разница, но, во всяком случае, с ним поговорить можно было. И там интересный такой момент был. Я, значит, забронировал за ними 3 человека, их приехало, гостиницу, номер. В Ивделе? Да, в Ивделе. Они отказались туда и пошли ночевать вместе с собаками на улице, в снегу. Они на оленях приехали или как? Да, нет, они на собаках. На собаках.
И он мне сказал, так, улыбнулся, сказал, что вы знаете, на сессию этого областного совета я езжу на собаках, потому что не могу в вагоне ехать. Потому что я в закрытом помещении не могу быть. Вот. Ну и когда с ними мы так подробно разговорились об этом мансе, о их, значит, обычаях, он, во-первых, сказал, что для манси появление русского человека в стойбище, ну, он и в том смысле сказал, что русский человек для них любой европеец. Ведь так я понял. Не только русские по национальности. Что это для них событие, и они стараются обязательно удержать его. Потому что это сулит удачу на охоте и вообще во всех промыслах. Рыбалке там и так далее. Поэтому они не решатся, конечно, в редко это сделать. Вот. Затем, значит, он сказал, что не в обычаях манси покушаться на жизнь человека. Ну, когда я такие вещи выяснил, эта версия как-то отпала сама по себе. Вот. Осталось только что? Паника. Потому что руководителя нашли, труп руководителя нашли метрах 15 от палатки. Дальше, значит, ну, несколько сот метров нашли еще 2 человек, которые почему-то разжигали, спички разбросанные были, горелые. Очевидно, они или согреться хотели, потому что в нижнем белье почти все. Ну, это уже 1,5 километра, это у Кедра. Да, может быть. Я сейчас уже не помню, но вот я знаю, помню. Спички горелые были разбросаны. Да, около дерева. Около дерева, значит, разбросаны. Ну, и потом, значит, поскольку поиск дальнейший был связан с большими, так сказать... Евгений Федорович, простите, а вы точно помните спички горелые? Я не помню, но я знаю, что в протоколе осмотра места преступления, то есть место происшествия, было указано. Спички, потому что ведь прошел месяц после того, как они спички-то должно было снегом засыпать. Это, я верю протоколу. Понятно. Вот, мало ли там какие условия, Может, почему сохраняют. Да, может быть, конечно. Ну и поскольку, значит, вот дальнейшие события подсказывали, что мы не в силах своими, значит, вот, так сказать, то, что на то распоряжение было следователь или, допустим, криминалист, то связались с Уральским военным округом, чтобы они выделили военнослужащих для вот поисках, дальнейшем организации поиска. Сделано было, но причем это самое, так сказать, большим прицелом было сделано. Почему? К этому времени был допрошен один работник одного из северных лагерей. Он рассказал, что когда они шли с женой с кинофильма, то они увидели странные вспышки. И поэтому у нас возник подозрение, не был ли там какой-нибудь полигон, связан с этим, с армией. Да, и почему мы, так сказать, серьезно к этому отнеслись? Потому что мы подозревали, что Уральский военный округ имеет там какие-нибудь, ну, полигон. Сотрудник лагерей, он рассказывал, что вспышки вот в той стороне, где погибли туристы? Да. В той стороне. А по времени вот это совпадало вот по гибели туристов? Это я не помню сейчас, не помню. Просто не могу сказать. И потом я это с доклада Иванова все эти сведения получал. Вот. Понятно. Значит, стало подозрение, что Уральский военный округ мог проводить какие-то военные учения. Так. Да. Так вот, этот подполковник, значит, когда я с ним переговорил, он меня убедил, что там никаких у них объектов нет. Вот тогда стали мы думать. Подполковник из этого Уральского военного... Подполковник из этого Уральского военного округа? Да. Стали тогда
намечать дальнейший ход следствия. Ну и не было ли какого-нибудь природного катаклизма? Потому что распаника, она чем-то вызвана была. К этому времени в нашем распоряжении оказались фотопленка, аппарат. И вроде они боевой листок из стенгазет, такие юмористические заметки. Вообще доброго характера, но смешные. Вот. Это все, значит, мы получили, осмотрели. Но, правда, я не принимал участие в этом осмотре, потому что другим был занят. Вот. В отношении зверей. Ну, кто-нибудь из зверей, там, ну, медведь, допустим, или еще какой-то стая волков, допустим. Так вот, когда я беседовал с с депутатом облсовета, он мне заверил, что в это время года на этом перевале не могло быть вот никого, ни медведей, ни волков. Но они тут хорошо знают повадки эти. Вот, значит, это тоже исключили. Вот. А что заставило нас обратиться, значит, вот, с письмом к генеральному прокурору? Только я не помню, или генеральному, или прокурору республики Российской Федерации. Это уже не помню, но помню вот что. Когда стало известно, что мы осматривали, или не мы, а вернее участники расследования, осматривали и фотоаппарат, и пленку, и так далее, то вдруг получили команду всех направить их на экспертизу в отношении радиации. Направить что? Вот тех, кто имел отношение к этим предметам. К палатке, к фотопленке, к фотоаппарату, к этим, значит, вот всем бумагам, которые мы имели. То есть всех вот этих сотрудников? Вот все предметы, которые были изъяты во время следствия. Понятно. Это сразу, значит, насторожило нас. И мы, я помню, собрались Иванов, я, начальник отдела, он тогда вернулся. А кто дал такое указание на радиацию проверить? А вот это я не помню. Я просто не знаю, не в курсе дела. Мы тогда, значит, решили написать письмо за подписью прокурора области. Нет ли какого-нибудь секретную бумагу, значит, направили. Нет ли какого-нибудь секретного полигона для испытаний вот, атомного оружия или еще кого-то. И дело закончилось тем, что приехал заместитель прокурора Федерации Ураков. Так. Изъял это дело у нас, увез с собой, а нам сказал всем говорить о том, что был несчастный случай. И все, больше никаких разговоров.